Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 июня. Давайте узнаем, что же вас удивит и чего ждать в эти 10 дней. Давайте узнаем будущее и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. 4 карты мы достанем на колоде Ленорман и узнаем, вокруг каких событий или каких сфер жизни будут разворачиваться события. 4 карты. Мы не задаем вопросы, позволим картам раскрыть нам ту палитру истории, с которой вы можете столкнуться в ближайшие 10 дней. С чем это будет связано? Что вас удивит? Давайте узнаем. Вот интересно, прям две выпрыгнули. Карта Луна и карта Сила. Есть то, что еще как за гранью, кстати, два старших аркана. И вы, мои дорогие скорпионы, люди очень интуитивные. Слушайте свою интуицию. Я должна сказать, вот в эти 10 дней нужно словно дать возможность самому себе взять паузу. Услышать в тишине голос, подсказки собственной интуиции, научиться быть добрым другом своей душе. И именно ваша душа – это ваш первый друг. Потому что то, что вам может, как в сомнениях, или казаться, да, или это скорее вы думаете, мне кажется, тут скорее всего не кажется, а вам именно интуиция дает правильные подсказки, как и по направлению, так и как действовать. Аркан силы. У кого-то это может быть, я такое допускаю, страстная любовь. Мои дорогие мужчины, это есть какая-то женщина, которая очень притягательна, как магнит. И вы о ней всегда думаете. Мои дорогие девочки, все же с арканом Луна тут именно новая грань чувственности. Это близость не только душой, но и телом. Тут к вам кто-то, мои дорогие девочки, может проявлять знаки внимания. И вы обдумываете, а стоит ли мне эту историю продолжать или нет. Но даже если мы эти две карты переведем на какую-то рабоче-деловую сферу и денег, то тут еще все равно что-то находится в тени. Выглянет солнце, нам говорят, и встанет все на свои места. Но вот как действовать? Тут найти баланс с самим собой. Не случайно ли мне ската? Энергия как у мага. Где-то и собственные эмоции в вопросах денежных, рабочих приходится причесывать, потому что не время выносить вердикты, а правильно как-то провзаимодействовать или даже быть дипломатом. Ладно, это вот что удивит. Это удивить может, что, ну, как непознанное, есть тот вопрос, который вы не можете решить. И вот тут, видимо, удивить может сама по себе интуиция. Но, тем не менее, давайте мы достанем эту карту. Что же вас удивит? И как ключевое событие или как неожиданность. Но, может быть, это именно какое-то знаковое событие. Или что-то возвращается, или кто-то. Или вы слышите какую-то информацию. Пусть она даже напрямую вроде вас не касается. Но для чего-то она вам нужна. Что-то додумать вам придется. Поразмышлять это точно. И к чему все идет? Какое продолжение следует? И давайте достанем 3 карты по основным сферам жизни. Сфера работы, ваших достижений, учебы, для кого-то переезда, энергия денег, энергия любви и личной жизни. Итак, что же там за события? Ну, правда, подведение итогов. И серп вообще чаще изображается коса. С одной стороны, это карта сбора урожая, получения, кстати, денег, тех денег, которые где-то задерживались по разным причинам. Это то, что вы заработали, и именно по каким-то причинам это застряло. Именно не потому, что кто-то нам тут пытается палки в колеса ставить, а вот какие-то обстоятельства так сложились. С другой стороны, эта карта может итоги, если мы говорим, то итоги могут быть и по работе, могут быть итоги и по отношениям. Перевод, к примеру, отношений на новый уровень. Но всегда, когда серп, это мы выносим какой-то вердикт. И нам карта говорит, осторожно, не поранься. То есть не все так однозначно еще пока. Поэтому дипломатом, наверное, быть стоит. Ну или на последующий период продумать вашу стратегию, тактику. Где-то балансировать придется. Есть
нечто в нашей жизни, что напоминает пока уравнение, которое из одних иксов состоит с многими неизвестностями, да. Ну, неизвестными, но в нашей жизни это как неизвестности, поэтому и вот эти вердикты или кому-то что-то обещать, тут тоже надо не пораниться, что-то продумать, чтобы решение было твердым. Это необходимо, потому что у вас сейчас, в принципе, стабильный период, аркан якорь. Или наоборот, вы какую-то ситуацию можете стабилизировать или погасить какой-то конфликт, и добрые энергии до конца июня нам способствуют. Люди больше настроены нас услышать. Не откладывайте на потом какую-то беседу, потому что эта карта нам говорит девятка и червей. С одной стороны, эта карта, если мы на Таро, девятка червей, это больше про деньги. Но, может быть, это у кого-то касается личной жизни и одновременно решения финансового вопроса. Если вы собираетесь создать семью, или вы собираетесь откликнуться на предложение руки и сердца, или вы, это к мужчинам относится, такое предложение кому-то осуществить, да, вы тоже просчитываете какую-то свою финансовую траекторию, на что вы можете опереться, где вы будете проживать, даже место вашего жительства. Вот, кстати, вопросы, связанные с переездом, проживанием, здесь тоже, это по аркану якоря, могут быть в центре внимания. Вам именно что-то из ваших желаний нужно перевести в плоскость реальности и рационализма. Ну вот не все, наверное. С одной стороны, 6, вроде как победа. И все то, что я сказала по аркану серп. Выглянет солнце, это аркан тучи, и все прояснится. Это на самом деле так. Здесь словно нам по судьбе король треф еще выпадает. Может быть, это и какое-то страстное желание получить именно решение, определенное решение по заданному вами вопросу. Тогда все равно примите во внимание в эти 10 дней нет еще какого-то прояснения. Или ваш вопрос, мои дорогие, он зависит от внешних сил, или от обстоятельств, или от решений конкретных людей. Но позвольте, наверное, пространству развиться или ситуации развиться до какой-то максимальной точки. Потому что так бывает, мы куда-то поторопились, а если бы не торопились, так и ситуация бы уже прояснилась сама по себе. А мы уже либо кому-то пообещали, либо свой вердикт вынесли, а потом мы можем сожалеть. Вот явно есть дела, работа, бизнес или какие-то документы, может быть, и как откуда к вам приходят деньги. Есть еще некоторая двойственность. Да, тучи непостоянные. Но мы на это не влияем. Но туча не застряла надолго, все равно выглянет солнце. Поэтому вот, ну не все, пока на 100% можно решить, скажем так, события ближайшего будущего. А очень хочется, у вас аркан солнца, тем не менее. Выбор правильного направления. Это вы можете чувствовать. Это, знаете, из разряда меня прям подмывает, да, быстрее все расставить по местам, чтобы не было вот ни этих туч, ни вот этих серпов, а тем не менее. Вот есть еще что-то в событиях вокруг вас, что вы не можете ускорить. И, наверное, по аркану Солнца это где-то вам дает совет сразу сдерживать приходится эмоции, ведь часто это прообраз нашего эго. Поэтому не давите своим авторитетом, мои дорогие скорпионы, как будто это бессмысленно. Но и не настаивайте. С одной стороны, мы можем от чего-то отказаться, а потом сожалеть об этом. Или наоборот на что-то согласиться, а потом узнаем, что вот оказывается дело обстоит как-то иначе. Все то, что вот по якорю проходит, да, это надежные люди. Или вот то, что сейчас стабильно, надежно на данный период времени, это следует сохранять. Но все остальные варианты или какие-то неожиданности, надо быть просто к этому готовым. Скажите себе, я иду по ситуации, и обязательно не оставьте свои желания на потом. Все-таки направление какое-то правильно нужно выбирать, но просто быть гибче. Мелкие более планы, которые как раз и влияют на осуществление нашего желания или мечты. Будьте готовы корректировать. Что вас удивит? Богатство. Возможность получения денег, вот правда. Или решение какого-то финансового вопроса, затянувшегося финансового вопроса. Может быть, у кого-то получение кредита или, наоборот, погашение кредита. Есть какая-то имущественно-денежная ситуация, которая вас может удивить.
богатство доступно. Или это у нас десятка пентаклей, это так, в этой колоде карта называется, и она, эта колода больше по своему значению похожа на колоду герметического таро. Хотя и на этой карте нам тоже художник прорисовал богатый дом, пару, то есть семья, да, мы обычно говорим. Но тем не менее, это сначала богатство. Значит, больше это будет касаться решения денежных вопросов. Или, мои дорогие, откуда к вам могут приходить деньги? Может быть, это меняется система взаиморасчетов, и вам нужно быстро перестроиться к этому, что-то доизучить, или перестроить свой бизнес, или, может быть, вы меняете работу, или на работе что-то меняется, и вот откуда вы получаете деньги, здесь все равно это держать нужно в фокусе внимания. Причем себе не навредить, это точно. Здесь максимально упрочить свое положение. Но ведь это вас удивит, возможности, мои дорогие, это точно. Что же, как неожиданность и ключевое событие, вас может не просто удивить, а как неожиданным быть совершенно, и может быть вердикт какого-то человека, или просто информация, новость. По тузу мечей это, с одной стороны, выход из лабиринта или решение какой-то ситуации. Да, тоже такое острие нам показывают, мы можем с чем-то и не соглашаться, а на самом деле это какой-то прорыв. И я бы сказала, если что-то пытается от вас уходить или что-то завершается, не удерживайте насильно. Две карты где-то об этом. Ведь туз мечей – это вот мы как будто определяемся, куда мы пойдем. И меч нам изображен обоюдоострый. То есть мы рассекаем как пространство, а то, что справа-слева, мы отметаем. Значит, вот есть какая-то цель, намерение, и вроде как есть к этому складывающиеся обстоятельства, что вам нужно принять во внимание обязательно, мои дорогие, и какой-то ненужный лабиринт или путаница. Шаг за шагом у вас будет заканчиваться. Чем больше проясните, может быть, по части людей, так и по части работы, найдете какую-то информацию, тем больше определенности будет в вашей жизни. К чему это все идет? Это вам как по судьбе. Тут, как знаете, жизненная траектория, жизненный путь, у вас вот такая ситуация может сложиться. По тузу мечей это может быть и предложение, все-таки мы все разные. Или это как ваш инсайт, прежде, предположим, был у вас там творчество, бизнес, и вы думали, а это все ни шатка, ни валка идет. Видимо, придется, к примеру, либо перестраиваться, либо закрываться, либо... Ну, как-то вы ослабили внимание, вы уже разуверились в чем-то, это точно. Тут могут быть еще вот эти тучи, потому что вы, может быть, и приложили много усилий, а все оно никак не выстраивается в какую-то канву. Но, значит, вот этот путь словно в потемках стоило пройти, чтобы сделать важные выводы. К чему это все идет? Тут действительно учиться чему-то придется. Может быть, это банально изучать новые методы работы для кого-то, для того, чтобы получить высокую должность, такое бывает. Мы должны пройти какие-то курсы усовершенствования, да, или, может быть, изучить языки даже, да, чтобы быть более востребованным на рынке труда, или если вы хотите расширить свой бизнес. Но это для примера. Кто-то язык программирования учит и приобретает новые вот эти скиллы или какое-то ремесло. И иерофант нищий не бывает. Тут любое знание для вас – это сила. Вы можете переложить в конкретную плоскость и потом конкретно сделать из этого деньги. Здесь ничего не происходит случайно. Обратите внимание, словно вам по судьбе. Но и карта дает подсказку. Ты вот то, что у тебя появляется как возможность. Или пусть это то, что вы хотите осуществить. Не отмахивайтесь от своего желания и мечты, а просто переложите это в какой-то реализм. Может быть, банально съездить по каким-то чиновникам, разузнать, как вы можете обустроить это дело и что по закону тогда, да, предусматривается в отношении вас, если вы будете что-то продолжать. Тут доизучить, детализировать. Но я могу также еще сказать, у кого-то это и личная жизнь, мои дорогие, правда? Почему нет? Окончательное решение. И вплоть до бракосочетания. Понятно, не у всех, но у кого-то подобные мысли быть могут. Сфера ваших достижений. Королева Пентаклей. Ну и правда, тут у кого-то будет
важная женщина, например, для мужчин в вашей жизни. Вообще королева Пентаклей часто проигрывается как наши близкие, наши супруги или партнеры. Может быть, нет брака, а просто вы долгое время встречаетесь или недолгое узнаете, да, и окончательно понимаете, что вы хотите быть вместе с этой девушкой-женщиной. Мои дорогие девочки, это вы можете отстраивать просто свое благополучие, но быть реалистом в целом для всех, для вас. Карта призывает, потому что это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. И это на сферу достижений. Как обучение, так и работы, так и откуда к вам приходят деньги, каким образом они к вам приходят, так и ваше вдохновение мы можем переложить на реальные рельсы. И то, что в вашей ментальности, а вы, мои дорогие скорпионы, маги и волшебники, вот для вас действительно нет ничего невозможного. Но королева Пентаклей сильна тем, что она надеется сама на себя. Она сама обустраивает свою жизнь. И у вас на сферу достижений действительно. И если вы имеете какой-то план или задумку, разбейте этот план на подпункты и будьте готовы вот корректировать эти варианты. Но если вы не откажетесь от чего-то, то и успех, он определенно придет. А что же по финансам? А здесь еще как колесо фортуны. Тут, правда, как новые возможности заработка, может быть, вторичный доход. Для кого-то из вас получение денег, которые вы, может быть, заработали, но они застряли, как я уже сказала, правда. Здесь как само пространство помогает. Вообще, это карта неожиданностей, но и одновременно это еще какой-то успешно удачный момент. Ведь это всегда цикличность. И колесо, как мы знаем, оно идет сначала наверх, достигает своего пика, а потом неизменно идет какой-то спад. Неизбежно идет спад. Поэтому пользуйтесь моментом, когда карта выпадает, нам говорят, что мы как раз взбираемся как на пик. И потом последует спад. Поэтому не упусти какого-то случая удобного. Это на деньги. Хотя ни одна карта не говорит о риске, мои дорогие. Это да. Потому что с картой Иерофант это точно. Я бы не сказала, что тут лотереи помогают. Ну и вообще любые лотереи на период Плутона в Водолее – это риск. Причем, когда мы можем поставить на кон что-то очень большое, а потом остаться ни с чем. Поэтому не рискуйте, тем более у вас коса. Даже если есть какой-то азарт, но вот лучше азартные игры не играть. А вот какую-то собственную стратегию, тактику – шикарное время просчитать именно на деньги. Но, может быть, это старший аркан влияет на все сферы жизни, как удобный случай, удобный момент. Может быть, у кого, допустим, по части недвижимости стоят вопросы. Или даже движимости, машина, купля-продажа, да? Здесь тогда не упустите тоже момент. Может быть, и нужно, кстати, подвинуться немножко в цене. Вот примите этого внимания, потому что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Может быть, и так где-то нам говорят. Потому что все меняется, особенно в наше время, раз уж мы живем в эпоху перемен. Но что-то тут переиграть явно вы можете. Вообще у вас очень красивый расклад на личную жизнь, карта победителя. И пусть это у кого-то решение. Все-таки личная жизнь – это не только про любовь, правда? У кого-то была ссора с руководителем, допустим, в организации или с каким-то коллегой. Вы можете, тем более с арканом Иерофант, установить миролюбивые отношения и того, кто вчера был, ну, с какими-то минусами по отношению к вам настроен, вы его можете превратить в надежного друга. Было бы ваше желание, мои дорогие. Более того, по этой карте вы можете и правда какие-то ваши, которые именно вас лично касаются, согласования провести, подписать важные документы. И это как на будущее. Кто-то может получить желанную должность или сделать первые какие-то важные шаги. У кого-то финансовый успех, я такое тоже могу допустить. О чем нам говорит карта? Для вас будет очень важно все контролировать. Будет желание расслабиться, будет желание где-то настаивать на своем, но держите баланс. Победитель знает цену победы, и он знает, что да, иногда быстро так достичь вот этого триумфа бывает проще, нежели потом удержаться на этом плато.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы.